Джулия, открытая палуба 332. Этот корабль наверняка проклят. Это единственное объяснение той хрени, которая тут творится. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? Погодите, а где Конрад? Кто-нибудь его видел? Мы разделились. Я его видел. В смысле, я и Флис, так? Я видела его, как он упал. Он упал? Где? Он в порядке? Ему кто-то помог? Мне жаль, Джулия. Боже, Конрад, ну ты сволочь. Придурок. Он упал? С лестницы, что ли? Лицом вниз? Как? Упал с большой высоты, ясно? Огромной. Нет. Нет, 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 нет! Нет! Так, немедленно возвращаемся и ищем моего брата. Джулия. А вдруг он там умирает? Нужно идти. Конечно. Но не сейчас. Эй, ты в порядке? Ты о чем это? Там, в трюме, ты что, забыла? Ты убежала с дикими воплями. Что? Ты в порядке? Да. В полном. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, обитает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь, Я знаю, просто... не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно, но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Я долбанулась, или это корабль-призрак? Вот и я хотел сказать. Что здесь произошло на самом деле? Не знаю. Газета была от 47-го года. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь, всякая жуть. Стрёмное место. Вот реально, все время волосы дыбом. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Такое чувство, что мы в большом плавучем гробу. Так откуда все эти трупы? Они выглядят так, будто умерли от страха. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Алекс, открытая палуба 343. Так, здесь больше ничего нет. Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полной задницы. Ну, не передний это точно. Есть. Наверное, это бред, но может из этих орудий сбили тот самолет?
Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Нашли выход? Увы, нет, но я буду искать. Ого. Так, инструкция по использованию противогаза. Прежде чем помогать другим, с надеванием маски убедитесь, что ваша маска плотно прилегает к лицу. Если вы обнаружили газ или услышали сигнал газовой тревоги, первое, не паникуйте, сохраните спокойствие. И громким голосом дайте сигнал газа, чтобы предупредить об опасности всех остальных. Содержите дыхание. Второе, наденьте сумку противогаза, разместив ее под левой рукой. Перекиньте на плечную лямку сумки над правым плечом и пристегните ее к сумке. Застегните поясной ремень сумки на поясе. Третье. Снимите каску. Поднесите маску к лицу двумя руками. Сначала натяните маску на подбородок, затем натяните ее на лицо и натяните ремни на голову. Четвертое. Удалите из-под маски газ, который мог попасть под нее. Закройте выпускной клапан и резко выдохните. Затем выдвигайте из-под маски выдавите из-под маски оставшийся воздух руками так, чтобы маска плотно прилегала к лицу, не доставляя при этом неудобств. Пятое. Проверьте противогаз на герметичность, плотно сжав гофрированный шланг и вдохнув. Маска при этом должна сморщиться. Шестое. Если маска не сморщилась, возможно, она надета неплотно. Поправьте маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу, затем снова вдохните, пережав шланг. Повторяйте эти действия до тех пор, пока маска не начнет морщиться на вас при вдохе, чтобы убедиться в ее герметичности. Маску тогда забери с него. Ну, не хочешь? У нас одна маска есть. Что такое, братан? Эй, мне нужна помощь. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. А чё, брательник никак? Я помогу. Сюда.
Тут можно пройти. Что ты взял? Похоже на то место, где мы были с Конрадом. Нет. Вы нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Шальная пуля. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки, только в океане. Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Так, заметки. Главное управление ВМС США. 22 июня. 7 минут. Первого сильный шторм ушли с курса. 12 минут. Сообщает о затоплении в грузовом отсеке номер 2. 23. Многочисленные удары молний. 48 минут. Дрейф на мелководье. Местоположение неизвестно. Час 20. Отсутствует информация о рельефе морского дна. Установить глубину невозможно. Час 32. Начаты поиски члена, наверное, экипажа, выпавшего за борт. Да. Час 40. Поиски прекращены. Час 41. Плотная облачность. Установить местоположение не удалось. Okay. Вроде радиорубка. Да. Да, ужас какой. Бедолага скопытился прямо во время эфира. Радиовещание 201. Сигнал бедствия. Радиоконтакт. Фрагментарный. Пытаюсь передать СОС азбукой Морзе. Много мертвых среди экипажа. Не позавидуешь. Я умираю. Смотрите. Не может быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. О, работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Прием.
Охренеть! Есть контакт! Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Мы на грузовом судне, большом, заброшенном. Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! Эй! Гляньте сюда! Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Ну, младший, Ну что? думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом? Я не понял. Ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру, О, эк ты метафорично. а не на фотку пулемета. Уважаю. Серьезно. Ну, что скажешь? Сам справлюсь. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь, честно. Эй, раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ладно. Ты и я, Джулия. Алекс, нижняя палуба 405. Кости целы? Все на месте? Эй, вы там в порядке? Нормально. Видите что-нибудь? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Мы будем ждать у радио. Сюда. Эй, Ты первый. мы на нижних уровнях корабля. Похоже, завязалась драка, и этого Чарли отправили в карцер. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии и своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим. По мнению офицера, произведшего арест, ссора могла перерасти в публичную драку. И потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. На 10 дней? Ничего себе драка. 10 суток карцера.
Доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого X, старшего, наверное, Уолтера Бишопа и старшего ООО Томаса Палмера. Сержант Питер Вуд наблюдает и так за встречу с нашей командой и говорит, что мы можем научиться друг у друга. Того же западный мир должен быть защищен от Соединенным Штатам. Известно, что определенные агентства изучают ведение химической и биологической войны. Наши действия ограничены Женевским протоколом, и хотя эксперименты мы не можем описывать исследования, происходящие во время, в них испытывалось действие на людей галлюциногенов с кристаллической структурой под кодовым названием маньчжурское золото. Химические боеприпасы в бою. Очень быстро стало даже относительно кратковременно, вызывает сильные галлюцинации людей. Очень убедительные. Подопытные видят и слышат то, чего нет на самом деле. Даже было сразу много опасных факторов, вселяющих ужас. Ну понятно. Ну тогда понятно. В принципе. Все это глюки. Все это глюки. Гауптвахта, 27-я неделя, понедельник. Артур Миллер, рядовой, мелкая кража. Одни сутки карцера. В шкафчике Миллера были найдены вещи старшего офицера. Вещи возвращены владельцу. Среда. Дэвид Дэвис. Рядовое нарушение режима доступа. 2 суток карцера. Обнаружен в грузовом отсеке 3А без права находиться там. Неповиновение приказам. Так, пятница, рядовой первого класса Луис Брент. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Одни сутки карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии, в увольнении на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Роберт Рид. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Одни сутки карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии, в увольнении на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Суббота. Чарльз Андерсон, рядовой. Пребывание в В нетрезвом лазарете состоянии. лежал некий Джо. Хорошо. Так, пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте, драка, 10 суток карцера, обнаружен в нетрезвом состоянии, в увольнении на берег, своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Джозеф Робертс, рядовой. Джо. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте, драка, 10 суток карцера, обнаружен в нетрезвом состоянии, в увольнении на берег, своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Перед отбытием наказание отправлен в корабельный лазарет для оказания медпомощи. Ну вот, все. Он тут недалеко. Судя по началу, он тут где-то был недалеко. Лазарет. Правильно. Это у нас карцер. С карцером мы тогда он его выпустил. Так. Хорошо. Так, это мы почитали, Так, сюда. Если мы отсюда выберемся, я неделю пролежу в ванне. Не если, а когда. Ну, надеюсь. Я всегда прав. Угу. Может, это сын кого-то из экипажа? Папе, возвращайся скорее. Имя пациента Джон Паттерсон, звание рядовой, место рождения Роулет, Техас, дата рождения 24 февраля 22 года, место поступления на службу, назначение Гарленд, Техас,
Дата 2 марта 41-го. Общий срок службы в армии 3 года 5 месяцев. История болезни. Диагноз умеренный невроз. Утрата трудоспособности не является результатом пропуска, наступила при исполнении служебных обязанностей. Имело ли место до поступления на службу? Нет. Состояние в данный момент годен к воинской службе. Вероятно, продолжительность временная. Рекомендации: пациент должен находиться под пристальным наблюдением врача и явиться на прием через неделю. Факты таковы. Сегодня в лазарет пришел на прием рядовой Паттерсон. На осмотре я заметил признаки сильного стресса и паники. Причем они же наблюдались у этого солдата в карауле на этой неделе. Я попросил Паттерсона прийти сегодня ко мне, так как полагаю, что его паника сопровождается яркими тревожными воспоминаниями. Ранее ему удавалось продолжить нести службу, так как после караульной вахты симптомы угасли. Он заявляет, что эти симптомы для него крайне нетипичны. Ой. На обороте. Рядовой Паттерсон — физически здоровый молодой человек 25 лет, без известных медицинских показаний, с хорошим послужным списком. Во время приема он смог успокоиться, тесты на речь, реакцию, память и принятие решений пройдены нормально. Рядовой Паттерсон отметил, что в другие дни симптомы не проявляются. На сон и аппетит они не повлияли. Диагноз: сильное панические расстройства, подозрение на боевую психическую травму. Более-менее понятно. Опа, господи. Что-то кадет делал в шкафу, непонятно. Так, а подожди, там дальше ничего нет. Все, понял, тут сюда. Вот и погнали. Так, а дальше там что-нибудь. Посмотри-ка. Глянь, внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Посмотрим. Черт! Все, конец. Я могу спрыгнуть. Стой! Ты в порядке? Да, в полном. Спускайся. Черт! Чего? Ты видела эту херню? Ну да. Нет, конечно. Ау? Ко мне только теперь возвращается зрение и рассудок. Никто не нападал. В общем, корабль вез маньчжурское золото. Что по факту никакое не золото, ядохимикат. На корабле какой-то странный туман. Может, именно из-за этого? Мы, наверное, им надышались, и теперь нас так глючит. Я видел такой бред, что глазам не верил. И правильно, что не верил. Мне все привиделось. Но в этом есть смысл. Мы знаем, что команда чего-то очень боялась. Да. Они видели какую-то херню и решили, что это все правда. А с упавшим самолетом это никак не связано? Это был спасательный самолет. А прилетел он сюда, потому что люди на корабле послали сигнал бедствия. Но прилетел он слишком поздно. На корабле все сошли с ума и сбили его. Кто знает, о чем они думали. Или им показалось. О боже. Ладно, идем дальше.
Моторостроительный завод Ван Линдена. Вот так, Роттердам, Нидерланды, дизельный двигатель номер 1734, 1920 год, тип L87CSE. Надеюсь, мне не надо будет запоминать это. Ты не думала, что было бы, если бы мы отправились в Японию? Заткнись. Хоть и дым, надо бы не вступать, да? А тут не получится. Везде. Чего? Журнал команд машинного отделения 2237. Подтверждена команда вперед на 2/3 мощности. Увеличенные обороты двигателя. 2310. Подтверждена команда средний вперед. Выставлены стандартные обороты двигателя. 2345. Лейтенант Як прибыл сменить меня на вахте. Двигатель работает на стандартных оборотах, особых или действующих приказов с мостика и от старшего механика нет. Неполадок в машинном отделении нет. Лейтенант Янг находится в здравом уме и в твердой памяти. К заступлению на вахту 24:00 годен. Подпись Филлипс. Джордж Г. Филлипс. Так. Полночь. Сменил Филлипса на вахте в полночь. Осмотрел машинное отделение на предмет неисправности перед заступлением. Проверил оборудование и машины. Неисправности не обнаружено. Изучил предыдущие записи в журнале. Двигатель работает на стандартных оборотах, новых приказов с мостика нет. 8 минут первого. Подтвержден приказ полный вперед. Корабль идет полным ходом. 24. Подтвержден приказ самый полный вперед. Двигатель разогнан до максимальных оборотов. 26. Первого. Приказ от старшего механика. Выключить все в машинном отделении, все вспомогательное освещение и технику. Час 05. Старший механик прибыл в машинное отделение для срочного осмотра. Эй, посмотри. Корабль был на якоре. Но почему? Час 29. Подтверждена команда стоп-машин. Двигатель установлен. Час 32. Получен приказ встать на якорь. Так, придется, наверное, все-таки в этот туман зайти. Подожди, здесь что-то есть. Вентиль. Вот эти светятся. Они что-то значат. Блин, встал вот тут не в тему вообще. Подруга. Так, хорошо. Окей. Вон сколько. А, ну типа стёк. Бликует тогда. Я нашел. Слава богу! Он работает! Ну, слава богу, нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Ну все, пойдем наверх. Придется искать другой путь. Алло!
Слышите? Пожалуйста! Мы в опасности! Прием! Мы в ужасной беде, и нам нужна помощь! Срочно! Прием! Вот и черт! Дерьмо! Ну давай! Эй, посмотри, Это ребризер. с нашей яхты притащили. Он еще работает? Ну, Это не на подалёк, несколько минут, может, и хватит. Стоит его брать? Он будет нам мешать. Нет, лучше его взять. Все-таки часть трюмов затоплена. Нет! О, боже мой! Боже мой! Боже мой! Ну, надо идти дальше. Je sais ce que tu essaies de faire. Tu veux me tuer, hein? Mais c'est moi qui vais te tuer. Dis-moi seulement où est-ce que Говорит, ну это где это гребаный золото? Je t'ai dit de la fermer, sale Я menteur. сказал, трепло гребаное. Ferme ta gueule de merde. Закрой свой Je dis поганый рот. n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, Кусок говна. ferme ta sale gueule de Брехло merde. сраное. Завали хлебало, слышишь? Глюки. О, Господи, как он погиб? Не знаю. Может, они убивают друг друга? Maintenant, c'est moi qui viens te chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. Мертвые идут за мной. Внутренний циркуляр совершенно секретно. Капралу Стивену Хердингу, базовый США. Капрал Хердинг, прибывшая ранее. Слава Богу. Лишняя палуба. Зря вы прячетесь, сучки мелкие. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Что
оставите меня здесь, на смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Вот-вот нас догонит. Ты ведь придумал, что делать? Сидеть тихо. Посмотрим, что будет. Когда американцы пробивали себе дорогу в чужие края и остались люди. Генераторы включены. Золото мое. И теперь пришла моя очередь быть. Моя! Вот этой вот большой кувалдой. Боже, не стой! Мы в безопасности? Пожалуйста, скажи, что да. Порядок. Ну, до поры. Все. Не сместно. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет, и никто не пострадает. Вы что думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Ага. Вот опять. Опять все переменилось. Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману. Эй, здесь нет тумана. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман. Стой. Что это за туман? Как он действует? Он зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас. Все. Да успокойся ты! Стоп! Стоп! Туман в кондо. Без нас? Убери пистолет! Слышишь? Что за разговоры? Чего ты меня приказываешь? Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Здесь нет никакого тумана. Нет! 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 Походу сюда.
Ой, да ладно! Все как в том гребаном фильме с кораблем и водой. Только без танцев. Вот ведь... Можно мне хотя бы дублера?